День на сафари шел как обычно, спокойно и размеренно, пока не произошло нечто совершенно неожиданное, что изменило все. Прежде чем мы начнем, напишите, из какого вы города и сколько у вас сейчас время. Погода была идеальной, солнце мягко освещало пейзаж, а животные двигались как обычно. Вдруг Джордж и Марк, два опытных гида, заметили вдалеке нечто, что заставило их замереть. Льва. Но не просто льва. В нем было что-то необычное. Поведение льва было странным. Казалось, он не просто бродит. Он пытался привлечь внимание гидов, почти как будто ему нужна была помощь. Джордж не терял времени. Он быстро позвонил местному эксперту по дикой природе, который, выслушав детали, был также озадачен. Он сказал, что никогда не сталкивался с подобным. Когда пришли результаты ультразвукового исследования, эксперт понял, что необходимо обратиться к местным властям. Но главный вопрос оставался: что на самом деле происходит с львом? И что показало ультразвуковое исследование? Выходить в дикую природу, чтобы провести медицинские тесты на льве, это не то, что они обычно делают. Но этот случай был особенным. Джордж и Марк были обеспокоены настолько, что настояли на полноценном обследовании. За все свои годы работы они никогда не сталкивались с таким случаем. Когда эксперт попросил о помощи, власти отреагировали быстро. Вскоре стало ясно, что льву нужно не просто быстрое обследование. Ему, возможно, нужна операция. Что бы ни происходило внутри его живота, это выглядело серьезно. Его жизнь могла быть под угрозой. Все, кто видел происходящее, были потрясены. Никто, даже гиды или эксперт, не ожидал такого. Они были полностью сосредоточены на том, чтобы разобраться в ситуации. Джордж поделился немного о своей связи с львом, рассказывая о своих многих годах работы в этом районе. Затем из операционной зоны они вдруг услышали, как эксперт по дикой природе воскликнул: «Не могу поверить». Но что именно он нашел внутри льва? Что заставило его так отреагировать? Гиды, такие как Джордж, играют огромную роль в защите животных и земли. Но иногда происходят вещи, к которым они просто не готовы. Тем не менее, это не умаляет их преданности или влияния. Без сильной системы поддержки давление может быть интенсивным, особенно когда ожидания приходят со всех сторон. Люди за пределами заповедника начали замечать и вмешиваться, чтобы помочь. Ставки были высоки. Пытаясь понять, что происходит, Джордж задал себе вопрос: не может ли это быть тепловым истощением или что-то от пребывания на солнце слишком долго? Но это не имело смысла. Он пил много воды и оставался настороже. Он знал, что то, что он видел, было реальным. Вид льва так глубоко его беспокоил, что он инстинктивно отступил сначала, не зная, как животное может отреагировать. Но увидев его в таком состоянии, Джордж почувствовал сильное желание помочь. Этот лев, сильный, гордый и невероятно впечатляющий, был тем, кого Джордж узнал. Тихий разговор с его руководителем подтвердил это. Им нужно было действовать сейчас. Что бы ни вызывало опухоль в животе льва, они не могли больше ждать. Немедленная помощь была единственным вариантом. Было очевидно, что что-то нужно было сделать быстро. Джордж, оставаясь осторожным, подошел ближе к льву с командой рейнджеров рядом с ним. Никто не был уверен, как лев отреагирует. Он был гордым животным, и они входили в его пространство. Затем, без предупреждения, лев обратил свои глаза на Джорджа. В группе пронесся нервный трепет. Собирается ли он атаковать? Другие призвали Джорджа отступить. Они напомнили ему, что лев, чувствующий себя в ловушке, может действовать из страха, что может привести к внезапному опасному поведению. Тогда рейнджеры согласились на другой план.
Они быстро позвонили ближайшему ветеринару по дикой природе. Но как только звонок начался, он прервался. Рейнджер, который сделал его, передал сообщение от ветеринара. «Оставайтесь на расстоянии, сохраняйте спокойствие и не заставляйте льва чувствовать угрозу». Перед любой попыткой усыпить его ветеринар хотел, чтобы команда подготовила место для полноценного обследования. С ветеринаром в пути было важно обеспечить безопасность пространства. Джордж решил, что возьмет на себя руководство по успокоению льва. Он нашел его и чувствовал ответственность за то, чтобы довести это до конца. Основываясь на том, где началась опухоль, прямо в верхней части живота, не казалось, что это что-то, что пришло изнутри тела льва. Это делало ситуацию еще более серьезной. Все, кто был там, задавались вопросом, что, черт возьми, может вызывать такую боль. Что бы это ни было, это было плохо и ставило жизнь льва под угрозу. Теперь не было места для ошибок. Но даже с тем, что все делали все возможное, никто действительно не знал, какой следующий шаг должен быть. Официальные лица обратились к ветеринару за советом. Должны ли они придерживаться первоначального плана или попытаться переместить льва в более безопасное место? Они склонялись к первому варианту, оставаясь на месте. Но был подвох. Ветеринар не был уверен, как добраться до их точного местоположения, и движение в это время дня было ужасным. Все же она знала, что должна добраться туда быстро, чтобы иметь шанс спасти льва. Один из рейнджеров предложил забрать ее, но это замедлило бы процесс. К счастью, были несколько человек в штабе, которые хорошо знали местность и могли помочь ей добраться, так что ветеринар направилась в их офис вместо этого. Однако, когда она прибыла, задержки стали реальной проблемой. Транквилизатор, который они использовали на льве ранее, выветрился. Теперь лев был беспокойным и не хотел больше оставаться неподвижным. После всего этого ожидания он начал пытаться двигаться. Рейнджеры не были уверены, что делать дальше. Некоторые из них начали думать о полном отказе, говоря, что, может быть, это не стоит всего этого для животного, которое, вероятно, съело что-то плохое. Группа разделилась, но большинство из них остались сосредоточенными, слушая советы ветеринара и доверяя ее суждению. Они знали, что если они отпустят льва сейчас, он не выживет. Это было не то, на что они были готовы рискнуть. Даже когда лев двигался медленно и неуверенно, рейнджеры использовали свои транспортные средства, чтобы заблокировать его от возвращения в дикую природу. У них не было транквилизаторов, и они не могли безопасно усыпить его снова. Но ветеринар все еще имела дозу, и им нужно было немного больше времени, пока она не доберется. Когда ветеринар прибыла, лев оставался на том же месте, где команда впервые смогла его удержать. Все же ситуация явно становилась более напряженной. Лев становился раздраженным и более конфронтационным. Команда безопасности колебалась, чтобы переместить свои транспортные средства, которые все еще были припаркованы в свободном круге вокруг льва. Напряжение росло, когда лев начал смотреть прямо на тех, кто сидел в ближайших машинах. Тревога рейнджеров резко возросла, и несколько из них медленно отъехали свои транспортные средства, надеясь создать некоторое расстояние между собой и все более раздраженным животным. Ветеринар знала, что ей нужно действовать быстро. На данный момент седация была единственным реальным вариантом, хотя она несла свои собственные риски. Одной из основных проблем было то, проснется ли лев, уже так напряженно и безопасно. Но то, как он рычал и ходил, показало ветеринару, что его инстинкт выживания все еще силен, и это дало ей уверенность. Аккуратно двигаясь, она подошла вперед и ввела транквилизатор. Как только он подействовал, лев обмяк и исчез из виду. Вся команда, истощенная от напряженной ситуации, была заметно облегчена. Некоторые даже упали на землю,
глубоко дыша, в то время как другие говорили, что их сердца наконец-то замедляются до нормального ритма. Они подошли опасно близко к нескольким худшим сценариям. Зная, что они прошли через это безопасно, наполнило их тихой благодарностью.